Добрый день. Мы начинаем очередное наше заседание. И первым выступающим будет Александр Иванович Белов с докладом «Откуда пошла земля русская». Перед этим мы вышли в парк. Была предварительная лекция и о культуре, которая там существовала, и о курганах, о том, что там была фатьяновская, ильяновская культура, вятичи. И вот сейчас Александр Иванович нам расскажет более подробно, уже непосредственно в зале. Спасибо. Да, так, дорогие друзья, мы с вами уже погуляли, откуда есть земля пошла. В общем, вы знаете, со времен мамонтов до современности, оказывается, тут же сразу все всполошились, стали искать, копать, обнаружили остатки мамонтовой фауны, какую-то там березу, какую-то иву, ольху и так далее, и так далее. В смысле, низкорослую в преддверии ледника. И также овца-быка, остатки и мамонта. Иными словами, все это очень имеет большую древность. Что делают современные антропологи и археологи? Они говорят, череп неандертальский, он не неандертальский, он на самом деле человеческий, то есть сапиенсный, совершенно игнорируя вот эти вот, как говорится, понятное дело, этот валик непрекращающийся, костный валик и убегающий назад лоб, совершенно игнорируя. Почему они это делают? Да потому что древность-то запредельная. На самом деле древность ему, говорят, 10 тысяч, от силы. Какие неандертальцы, понятно, 10 тысяч они не были. Поэтому понятно, что его гораздо больше, с остатками мамонтовой фауны, 30 тысяч как минимум. Поэтому вот такая вот история. Это где его нашли, Сходнинская ГЭС. Раньше думали, что Москва, она попала в зону ледника, на самом деле она не попала. Зарайская тому, в принципе, стоянка, она тому свидетель. И вот как это шло таяние ледника, мы видим от новейшие климатические исследования, как этот ледник, растаяв, и вот здесь мы видим шкала 15 тысяч и 11 тысяч, как это все таяло, как это пошло. То есть Москвы не коснулось, как видите, да? Вот Висла, Одер, Рейн и так далее, а вот где там Волга, мать родная, Москва, в общем, нет, этого нет. И какие памятники палеолита сохранились? Вот это новейшая сводка, тут датировка идет очень интересная, разных совершенно стоянок, в том числе особняком Зарайский район. Первая идет 30 тысяч лет, река Остета, потом она идет тоже, Зарайский район, уже 16 тысяч. То есть, иными словами, не прекращалась в этом районе человеческая деятельность. Ямочно-гребенчатая керамика, фактически это уже 5000 лет до новой эры. И вот эта керамика встречается в том карьере, который вот на Химкинском водохранилище у береговой линии, выкопал как раз краевед, в общем-то, известный местный краевед и археолог. В принципе, ляловской культуре это посвящено. И рыбаки, вот они сейчас на лед выходят, выходили, когда был лед, они, в принципе, охотники, рыбаки, они традицию осуществляют своих предшественников, которые жили здесь 4-5 тысяч лет назад. И вот то, что мы с вами видели, вот эту яму незасыпанную, раскоп, да, то есть узнаете вот этот незасыпанный раскоп, который, чтобы туда дети и собаки не падали, и кошки, они ветками, в принципе, прикрывают. Это понятно, чтобы засыпать это все боятся. И вот какие археологические артефакты найдены. Здесь, в принципе, льяловская культура, также фатьяновцы, более поздняя культура, дьяковская культура, которая уже 500 век до новой эры, 500 век новой эры, в таком диапазоне в 1000 лет тут они тоже были. И также славяне-вятичи. Вятичи-славяне, славянские курганы, мы до них не дошли, к сожалению, до славянских курганов. Они есть там чуть дальше, эти славянские курганы. И понятное дело, что там дорожку сделали, в общем, чтобы ее каким-то образом, эту дорожку проложить, пришлось срезать одну часть, одну треть где-то
кургана вот этого славянского. Они были раскопаны археологом Щербатовым в 1910 году. А вот алые паруса, на которых мы находимся, и сама вот эта площадка, она самая высокая в Тушино. И здесь мы видим, что вот где мы были, как раз предполагаемое городище, здесь велись раскопки в 1971 году, и здесь найдены вот как раз все эти культуры, которые сменяют друг друга, тысячелетия люди здесь жили. Ну и вот эта схема из Веллера, археолога московского, сводная такая. Здесь вот Алешкинский курган, Алешкинская неолитическая стоянка, ну и череп неандертальца, крышки, которые дают, к сожалению, официально 15-30 тысяч. На самом деле она, конечно, 30 как минимум. Вот как выглядели фатьяновцы по Лебединской реконструкции, опять-таки вот эти памятники разнообразные. То есть, иными словами, люди здесь жили давно, фатьяновцы вообще довольно жестокий народ был, они тут выбивали все население, которое приходило, вернее местное население, это кроманьонцы, охотники-собиратели, они были скотоводы, жители из, в общем, ну, как бы причерноморских степей вместе с скотом мигрировали. И прямо вот к алым парусам мы примигрировали. Вот эти вот как раз 3 башни. И причем самая древняя находка как раз вот здесь, в Алешкино-1, Алешкино-2. Она древнее по списку, есть еще и в Серебряном Бару, неолитическая стоянка найдена, в Строгино найдена. У Щукинского мазка, Щукинская 1, ну, Щукинская 5, Щукинская 1, Щукинская 4, 3 и так далее. Но они более молодые по возрасту. Ну вот, а фатьяновцы, в принципе, чтобы не отвлекаться, разные места, по которым мы с вами ходили, владение реки Грачевки и Чернавки. Сейчас, в общем, такая вилка формируется. 2 реки как бы на пересечении, на стрелке строили обычно эти городища, хоть дьяковская культура, хоть и фатьяновцы, которые использовали это как природное оборонительное сооружение. Ну вот фатьяновские молотки известные, шлифованные, шлифовали долго для дырки. В общем, когда они эту дырку подростки наконец проделывали в молотке, уже пубертат кончался, и можно было туда вставлять древко, и ему торжественно вручали этот молоток, который он сам шлифовал и сам эту дырку сделал. И он уже первую свою жертву, значит, тот, кто ему вручил, мог, в принципе, стукнуть этим молотком по лбу. И, ну, своих они не трогали, а, в общем, неандертальцев вполне себе, которые последние здесь шугались, они их охотились на них. А потом заворачивали в тряпку, и отпечатки этой тряпки на этом неандертальском черепе, они, в общем-то, отпечатались. Это мелкозернистая ячеичная ткань, ее сдавали в определенные НИИ ткани и смотрели, в общем, целые там модели делали, как же это могло отпечататься. Но дело в том, что артефакт действительно артефактом явился. Почему? Ну, потому что откуда ткацкий станок у древних кроманьонцев, которые жили 30 тысяч лет назад, а охотились на неандертальцев и использовали, заворачивали в тряпку, значит, неандертальские черепа вместе с медвежьими и мамонтовыми черепами. Откуда у них ткацкий станок, думали. В общем, это, конечно, такая сенсация еще в советское время. Но, в общем, теперь понятно, почему это все. Откуда вышли предки всех фатьяновцев, в том числе, ну, тут галогруппы проводятся, новые данные. Это где мы с вами были. Это предполагаемое второе городище, которое предстоит раскопать. Вид с него как раз уже на стрелку, вот на это место, где открыты были льяновская культура. То есть фатьяновцы смотрят на льяновцев более нижних, и как бы они смотрят реально, смотрели с этого высокого обрыва наверняка, потому что они там заселили и построили свое городище. А льяновские артефакты они уничтожили, а что не уничтожил, в общем, этот археолог, краевед Тушинский, он нашел уже спустя 3000 лет назад, вернее, спустя. И вот здесь мы с вами гуляли, наслаждались всякими видами. Вот тут мы не доходили до этого места. Тут вот еще было, конечно, место, где предполагаемое городище могло находиться. То есть это очень высокий берег вот этой реки Химки, Химкинского водохранилища. Вот так, возможно, это выглядело. Но это по отношению к Московскому Кремлю, а не так вот дьяковскую культуру. На самом деле это могло быть и здесь, и Кунцевское городище, вот окружено тройной линией валов, вполне возможно, что и здесь было.
Все это предстоит выяснить более подробно, но это вот вид как раз на Химкинское водохранилище, которое в 1930 году, в 1936 году было сделано на месте реки Химки и Бутаковский залив. То есть в этом месте действительно жили давно люди. И вот так вот выглядит центр этого, как он называется, этот центр, бизнес-центр на Краснопресненской. Ну, вот эти башни, которые там понастроили. Фатьяновцы этого, конечно, не могли видеть. Ну, в общем, этот камень, алтарный камень, на который, в общем-то, молились и приносили излияния, воскурения, приношения разные. Кто приносил, непонятно. То ли потомки, так сказать, славян, вернее, или славяне-вятичи, которых курганы мы не добрались до них так, то ли фатьяновцы, то ли ильяловцы, но ильяловцы вряд ли это занимались, потому что у них, в общем-то, другое было археологический инвентарь, а другая как бы. А вот дьяковцы вполне себе могли, и славяне могли, а почему нет? Вот какие-то штуки там на этом камне. Академик Рыбаков говорил, что у нас действительно русский народ очень древний. Он спорил с нормандцами, норманической теорией, что она заселялась, Русь, с Скандинавии, со Швеции. И, в принципе, славянский поселок Древней Руси и славяне, они вполне себе автохтонное население, считал Рыбаков. Вот то, что найдено в семилопастные височные кольца славян, вот как раз в том кургане, в котором мы не дошли, вот он, вид его видно, да, что вот это вот как бы идет насыпь, сколько у меня времени там, насыпь идет, и вот она срезана дорогой, жалко, конечно, вот, от 14 метров, 5, да, понятно. Да, понял. В принципе, почему женщины только племени носили височные ажурные колечки с 7 лопастями? Много, ну вот это другая авторская уже, конечно, моя презентация, они не состоят, в общем, Ругевит, Яновит, Яровит, они все были многоголовые боги славян, западных в частности, но не только славян. И вот эти вот колечки, которые здесь мы видим, 7, да? Почему 7? Семиголовый змей, дракон, Горыныч, горний змей, светящийся горный, то есть это 7 ипостасей огненного божества или там сыновья, в общем-то, ну, это тема отдельных изысканий, поэтому мы это пропустим, вернемся на грешную нашу землю, где с вами ходили, куда не доходили. Вот эти курганы как раз, вот они видны в таком положении, что от них осталось. А это вот село Алешкино, разрушенное, по месту которого мы ходили, ну это уже такая авторская работа художника. Тем не менее видно, что наверняка вот здесь, в этой части, было какое-то городище, потом резкий спуск к низине. Этот спуск раньше был гораздо больше, потому что уровень Химкинского водохранилища на 30 метров поднял воду. Ну, это остатки разрушенных строений в Алешкино, это остатки яблоневого сада, разные артефакты, которые мы здесь видим, остатки фундаментов зданий остались в яблоневом саду. Сами эти, в принципе, вот интересно, ветла, огромная ветла, там, допустим, ну, 150-летняя, она уничтожена, из нее растут новые деревья, остался вот этот круг от нее, да, деревянный, вот, ну, в смысле этих корневой. Это вот остатки тех сооружений, которые здесь были, камни разнообразные. Ну, вот вы видите 3 башни, это вот алые паруса наши стоят, и вот все это фундаменты, разрушенные блоки. В общем, хорошо некоторые обустроились. Тысячелетия, можно сказать, строили, и на кого все бросили. В общем, жалко, товарищи. В общем, что нас ждет? Мы можем тоже все погибнуть, и в конце концов будут наши бренные косточки, остатки каких-то вот указок всяких там, вот будут наши потомки и сказать, что тут вот ржавую указку найдут и вспомнят о Белове. В общем, жалко, товарищи. А это вот такой туда спуск. Ну ладно вам заводиться-то. В общем, Алешкино, вот этот прудик, который мы с вами посетили, это древний пруд XIV века, строение Никола греческого монастыря, который в XIV веке был создан. То есть древний пруд, это какая древность, вот этот прудик прекрасный. В общем, что с этим прудиком не знаю, делать рыбу запустили, но
родники убрали, которые наполняют этот пруд, и рыба вся подохла, потому что льдом-то это все, там рыба-то никогда не... И вся эта рыба ворона расклевывали всю весну дохлую. Ну, в общем, ладно, не будем о грустном, алые паруса. И вот трансформаторная будка самая высокая в Северном Туше. Вполне возможно, что на алых парусах стояла, где мы с вами сидим, городище было. Потому что они же самые высокие места выбирали. Это в 200 метрах от того городища раскопанного. Вот, и вполне возможно, что какие-то дьяковцы или фатьяновцы здесь свое городище делали. То есть мы с вами сидим, вот это алые паруса сзади, и трансформаторная путка самая высокая. Это мы видим вниз туда, с одной стороны, и вниз в другую сторону. То есть все вот так сходится. То есть мы с вами на горе, мы цари горы вообще с вами. Вот. А это уже другая история, это Захарково в 3 километрах отсюда, тоже очень интересные там факты, артефакты дьяковской культуры, фатьяновской обнаруженные. И вот на речной вокзал, вход, в общем, сталинский, этот Беломор, как он называется, этот канал, или сталинский, как он этот, гулаговский. Конечно, они хоронили здесь, вот этих вот рабочих, которые сотнями гибли, прямо здесь же и хоронили, они вручную рыли это все. Это Химкинское водохранилище, это древние карты, ну старые, Захарково, это село Химка, как оно выглядит. Вот найдены такие вот амулеты, это эпоха двоеверия, так называемого. Значит, с одной стороны, видите, это 3 святых с нимбами, а с другой стороны обнаженная дева с 12 головами, змеиногая богиня. Вот, это как бы о том, что 12-головый змей Горыныч, дева Горыныч, обнаженная летала. И, в общем, кому, в общем, Иван-Царевич отрубает голову-то? Вот в том вопрос. Кому она? То есть это смена религиозной парадигмы, понимаете? А здесь еще одна смена, в общем, сталинский ампир, прекрасное такое здание, похожее на корабль, плывет, Феллини с пятиконечной звездой. В общем, все прекрасно, вот виды открываются, это уже село Захарково, а там его захватили новые русские лет 10 назад и стали ставить особняки, и уже какие-то с Кавказа мегалиты привезли, чтобы обустроить, набережную обустроили, то есть хорошо замахнулись. Но потом у них отняли это все, и особняки отняли, и теперь эти особняки в таком плачевном состоянии. А тут они сделали аэродром, чтобы свои частные самолеты, и какой-то яхт-клуб. И понимаете, все это тоже приходит в негодность, и тоже наши потомки найдут вот эти бетонные плиты скрошенные и будут вспоминать о новых русских. В общем, и сами понимаете, во что может превратиться особняк нового русского. Конечно, вот. А это тоже старая советская техника, которая, в общем, подводная лодка рядом всплыла, наконец, в общем, в степях Украины. А тут на воздушной подушке судно. Это как раз там, где жили фатьяновцы, ильяловцы, дьяконовцы, понимаете? То есть эпохи встречаются, эпохи расходятся, и все это прекрасно. И, в общем, что нас ждет? Вот это побережье Захаркова с разрушенным причалом, который построен был новыми русскими. А вот тут, кстати говоря, видна набережная. Они еще сделали себе набережную. Витые купидоны, значит, поддерживают в виде колонн. Вот это вот набережная, вот эти вот купидоны остались святые. Вот и каждая вот эта вот штука, я просто не стал снимать, потому что это, во-первых, не очень эстетично, голые типа мальчики вот. Ну, в общем, здесь жили тысячелетия люди, понимаете, и мы здесь живем. В общем, все хорошо, дорогие друзья. Если есть какой-то один вопрос, я могу еще ответить на него. Есть вопрос? Чтобы по указке вас определили, надо к вам захоронение указку положить. Она китайская. Спасибо, Дамир, спасибо. Не надо, как говорится, шутку, прямую шутку принимать близко к сердцу. Фотографии монет, которые вы показывали, там напоминают вот лики инопланетян. Вот у вас очень интересная фотография была. Ну это змеевики. И там вроде 4 пальца на руках. Вот это меня удивило. Где 4 пальца? А вот количество пальцев Вот посчитайте. 4 пальца
цивилизация инопланетная. Слушайте, не будем богохульствовать. Это Троица, это святое. С одной стороны, а с другой стороны 12-головая змееголовая богиня. Это тоже святое, вы же видите. Вот, причем этот культ змееголовой 12, он распространен был от Ярослава Красносолнышка, вернее, от Владимира Красносолнышка. Он потерял такую же, но серебряную с золотым в Киеве там. Утерял. Так ее нашли. Можете представить, ее нашли, вот эту вот медальон. Конечно, он больше этого, но эти змеевики, они повсюду фактически. А какого года? 11-13 век. Да, то есть это эпоха двоеверия. С одной стороны мы верим в христианство, а с другой стороны у нас языческий культ драконов, 12-головых, 7-головых, 5 и 3-головых. В общем, кстати, Троица тоже 3-головых. Но не будем богохульствовать, все-таки я думаю, что у них 5 пальцев, не 4. Ну все, на этом мы завершаем. Все, спасибо, да, выключайте. Ага.